1492 году Колумб записал слово в бортовой журнал «Каноа» — лодка такой формы, которую он раньше не видел. Через 58 лет испанские документы фиксируют: народ, который показал ему эту лодку, прекратил существование. К 1550 году колониальные переписи Карибских островов почти не регистрируют коренного населения. В XVIII и XIX веках западная историография оформила это как окончательный факт. 476 лет это считалось закрытым делом. В 2018 году Ханнес Шрёдер из Копенгагенского университета взял зуб. 1000 лет ему. Нашли в пещере на Багамах. Из зуба извлекли ДНК. Таино живут. Их гены в миллионах людей. Их слова в прогнозах погоды и меню ресторанов по всему миру. Их рисунки на стенах кубинских пещер, которые не могут датировать до сих пор. Таино — первый народ Нового Света, который встретил Колумб. Произошло это 12 октября 1492 года у берегов острова, который сами таино называли Гуанахани. Испанцы переименовали его в Сан-Сальвадор. Сегодня мы разберем 4 следа, которые вымерший народ оставил после себя, и которые наука до сих пор не может полностью объяснить. Никакой мистики, только рецензируемые публикации. Каждый факт с именем ученого, институтом, годом. Явление первое. Как именно фиксировалось исчезновение и что в этих документах отсутствовало? Явление второе. Зуб из пещеры и первый полный древний геном Карибского региона. Явление третье. 6 слов, которые пережили конкисту и сегодня произносятся в десятках языков. Явление четвертое. Пещера на Кубе с 200 рисунками, которые не датированы и не расшифрованы. Если впервые на канале, здесь выходит расследование о вещах, которые официальная наука признает необъясненными. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее дело. Продолжаем. В ноябре 1492 года Колумб записал в журнале: «Люди здесь прекрасно сложены, с красивыми телами и приятными лицами». Через 4 года его брат Бартоломе провел первую испанскую перепись на острове Эспаньола. Бартоломе де лас Касас, монах-доминиканец, позднее ставший летописцем конкисты, привел в своих записях оценку — 100 тысяч человек. К 1514 году, 18 лет спустя, испанская администрация провела на Эспаньоле систематический учет в целях распределения принудительного труда. Зафиксировано 26 334 человека. Это не ошибка в подсчетах. Испанские хронисты фиксировали причины сами. Первое. Эпидемии. Оспа пришла на острова в 1519 году. Иммунитета к ней у карибских народов не было. Бартоломе де лас Касас в кратчайшем донесении о разрушении Индий, опубликованном в 1542 году, назвал происходящее полным истреблением. Второе. Система энкомьенды. Коренное население распределялось между испанскими землевладельцами как рабочая сила. Смертность на золотых рудниках документировалась самой же испанской администрацией. Третий процесс в официальных документах почти не появляется, но он есть. Испанские метрические книги XVI века, акты крещения, записи о браке фиксируют детей от смешанных союзов. Их категоризировали иначе: метис, мулат. Категории таино в этих записях нет. Здесь разрыв. Ирвин Краус, антрополог Ельского университета, в монографии «The Taínos» 1992 года провел систематический анализ испанских колониальных источников.
Его вывод: коренные народы Карибского региона следует рассматривать как полностью ассимилированных, то есть утративших отдельную административную категорию. Не биологически вымерших, культурно невидимых в системе учета. Этот нюанс в популярной историографии был утерян. В 1891 году американский этнолог Дэниел Гаррисон Бринтон написал в работе «The American Race» прямо: «Таино — вымерший народ». Это определение вошло в энциклопедии, в учебники, в стандартную историческую литературу XX века. 127 лет никто не оспаривал его всерьез. Но отсутствие категории в документах — это не отсутствие людей. Разница принципиальна. Именно ее и зафиксировал Зуб. Остров Элютера — один из 700 островов Багамского архипелага. Береговая линия, кораллы, туристические отели. В 1990-х годах в пещере Пречерс-Кейв обнаружили массовое захоронение — кости сотен людей. Предварительная датировка — 8-10 века нашей эры. Уильям Шеффер, биоархеолог из Финикского колледжа в Аризоне, провел здесь несколько полевых сезонов, начиная с конца 1990-х. В 2015 году к раскопкам подключилась группа из Копенгагенского университета. Задача была конкретная — попробовать извлечь ДНК. В тропическом климате это почти невозможно. Жара и влажность разрушают генетический материал быстро. Карибский регион до 2018 года не дал ни одного образца, пригодного для полного секвенирования. Из одного зуба, верхнего коренного, хорошей сохранности, материала оказалось достаточно. Ханнес Шрёдер, специалист по древней ДНК Копенгагенского университета, провел секвенирование. Радиоуглеродный анализ показал, женщина жила между 776 и 992 годами нашей эры, за 500 лет до Колумба. В феврале 2018 года результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Это был первый полный древний геном человека из Карибского региона. Следующим шагом стало сравнение с живыми людьми. Геном сопоставили с образцами 104 современных жителей Пуэрто-Рико. Вывод Шрёдера: современные пуэрториканцы генетически ближе к этой женщине, чем к любой другой коренной группе Северной или Южной Америки. Доля коренного карибского компонента от 10 до 15%. Джада Бен Торрес, генетический антрополог университета Вандербильта, работает с карибскими коренными сообществами больше 15 лет. Ее формулировка прямая: эти сообщества всегда настаивали на своем непрерывном существовании. История вычеркнула их, наука вернула. Но есть то, чего публикация 2018 года не закрыла. Анализ провели только по Пуэрто-Рико. Куба, Ямайка, Доминиканская республика не тестировались. Шрёдер в статье написал прямо: «Мы ожидаем, что аналогичные исследования других островов дадут сопоставимые результаты». С 2018 года прошло 7 лет. Комплексного исследования Кубы нет. Хорхе Эстевес, потомок Таино, сотрудник Национального музея американских индейцев в Нью-Йорке, участвовал в проекте как консультант. После публикации он сказал: «Дома бабушка говорила, что мы Таино. В школе говорили, что Таино вымерли. Теперь у бабушки есть доказательства». Бабушка к тому моменту уже умерла. 476 лет. Исторический консенсус. Один зуб, и консенсус перестал быть консенсусом. 12 октября 1492 года. Колумб смотрит на лодку. Он никогда не видел такой формы. Корпус
выдолблен из цельного бревна, устойчивое, легкое, вмещает до 40 человек. В журнале он записал слово, которое услышал — «каноа». Сегодня это слово существует в десятках языков. Произносится почти одинаково в русском, английском, французском, немецком, суахили. Хулиан Гренберри и Герри Вескелиус, лингвисты, в монографии «Languages of the Pre-Columbian Antilles» 2004 года, Университет Алабамы, провели систематизированный анализ таинских заимствований в европейских языках. 6 слов проникли в большинство мировых языков практически без изменений. Уракан, ураган. В верованиях таина это было имя бога бури. У испанцев не было своего слова для ветра такой силы. Они взяли чужое вместе с явлением. В английский язык «арикейн» вошло к 1555 году. Табако. Не само растение. Таинское слово обозначало трубку или сверток листьев для курения. Европейцы перенесли название на растение целиком. Оно распространилось вместе с торговлей табаком по всему миру. Барбакоа. Деревянная решетка над огнем, на которой готовили мясо. Слово попало в испанский, оттуда в английский. Сегодня это называется барбекю. Маис. Кукуруза. У испанцев не было аналога. Слово взяли напрямую. Из испанского оно разошлось по Европе. Куба, по одной из основных версий, от таинского «кубао» — плодородное место. Версия не является единственной. Ряд лингвистов предлагает другие этимологии. Но она остается главной в кубинской академической традиции. Гавана, предположительно от имени вождя таинского племени Хабагуанекса. Испанские карты 1510-х годов фиксируют это название как обозначение бухты. Гренберри и Вескелиус честны в оговорках. Документальная база для реконструкции таинского языка катастрофически мала. Не существует ни одного текста на этом языке, только слова, записанные испанцами на слух. Ни одного грамматического правила, ни одного связанного предложения, только отдельные слова в чужих документах, написанных людьми, которые их уничтожали. Народа нет 476 лет. Его слова в заголовках прогнозов погоды каждый день. В 12 километрах от Вородера, главного курортного района Кубы, в скале над морем пещера. Туристов туда возят. Дорога 20 минут на автобусе. В 1961 году в нее первыми вошли с научными целями 2 кубинских археолога — Мануэль Ривера де ла Кайе и Марио Орландо Парьенте Перес. На стенах рисунки, более 200 изображений, геометрические фигуры, антропоморфные силуэты, концентрические окружности, выполнены охрой, красной железистой породой, которую добывали здесь же на севере острова, и черным древесным углем. Куэва де Амбросио — крупнейшее собрание доколумбовой наскальной живописи на Кубе. В 1968 году реставрационные работы в пещере провел Антонио Нуньес Хименес, географ, основатель кубинской спелеологии. Реставрация физически укрепила изображение. Она же сделала точную датировку практически невозможной. Рут Н. Армитидж, химик Восточного Мичиганского университета, специализируется на радиоуглеродном датировании наскальной живописи. В статье для журнала Archaeology в 2024 году она объяснила проблему без обиняков. Метод определяет возраст вещества, не момент, когда человек что-то с ним сделал. Любой объект, который был отреставрирован или открыт для публичного доступа, датировать практически невозможно.
Пещера открыта для туристов с 1980-х. К рисункам ходят ежедневно. Кто их создал? Вопрос открытый. В академической литературе существуют 3 конкурирующих версии. Первая. Доисторические народы Кубы, предшествовавшие Таино. Они населяли остров с 4000–3000 лет до нашей эры. Стоянка Левиса в долине одноименной реки, датированная примерно 4000 годом до нашей эры, древнейший задокументированный след человека на Кубе. Вторая. Люди африканского происхождения, беглые рабы или свободные люди, укрывавшиеся в пещере в колониальный период. Часть изображений, по мнению ряда исследователей, несет следы африканских изобразительных традиций. Третье. Сами Таино. Фернандо Фернандес Артега, специалист по кубинскому культурному наследию, в 2020 году высказал предположение, что часть рисунков может иллюстрировать таинский миф о происхождении Солнца и Луны, один из немногих, частично восстановленных по испанским хроникам. 3 гипотезы. Ни одна не доказана. Доказать без датировки невозможно. Датировать после реставрации и десятилетий туристического потока практически невозможно. Роберто Ордуньес Фернандес, археолог из Баракоа, Восточная Куба. Он начал раскопки в этом регионе 40 лет назад в возрасте 17 лет. В 2004 году открыл единственный на востоке острова музей Таино в пещере Куэва-дель-Параисо. «Все важные артефакты в Гаване», — говорит он, — «или в США». 200 изображений, 64 года изучения, ни одного окончательного ответа. 4 следа, 1 народ, 476 лет официального несуществования. Документы XVI века зафиксировали демографический коллапс. Они не измерили тех, кто выжил в смешанных семьях, беглых сообществах, горных деревнях и был записан под другими именами. Зуб из пещеры Элютеры доказал: генетическое наследие существует. 1 остров, 1 выборка, 104 человека, 63 слова в мировых языках. Языковое наследие существует. Без единого текста на языке-источнике. 200 рисунков в кубинской пещере. Материальный след существует. Без датировки, без авторства. Вот что остается необъясненным конкретно. Геном Таино не исследован на Кубе, Ямайке, Доминиканской Республике и Гаити. Шрёдер в 2018 году предсказал, результаты будут аналогичными. За 7 лет никто не провел комплексного исследования. Рисунки в Куэва-де-Амбросио не датированы и не будут датированы без разрушительного отбора образцов, которые ЮНЕСКО пока не разрешает. Язык реконструирован в 63 словах из возможных 1000. 1 зуб изменил 476 лет историографии. Сколько изменит следующий, пока неизвестно. Следующее дело уже готово.